Здравствуйте, мои уважаемые зрители! На дворе у нас 13 апреля, и сегодня мой первый материал будет посвящен тому событию, которое сегодня, мне кажется, будет главной новостью в Украине. Это массовая сдача в плен украинских военнослужащих в районе Мариуполя. После того, как произошла вот эта позавчерашняя попытка прорвать, 2 ночи назад получается, попытка прорваться из-за кольца окружений в районе промзоны, в районе завода имени Ильича. Попытка неудачная, заранее обреченная на неуспех. И я так понимаю, что в этой попытке в первую очередь принимали участие представители так называемого полка Азова, именно украинские нацисты. По большей части они были уничтожены, кому-то, может быть, и удалось проскользнуть, но довольно небольшому количеству. Но самое важное не в этом, а в том, что на прорыв в первую очередь пошли именно те люди, которым ни в коем случае нельзя было сдаваться в плен. А на заводе Ильича остались морпехи 36-й бригады, которые, наоборот, избавившись от опеки нацистов Азова, смогли спокойно сдаться в плен. И я хочу особо обратить внимание на этот очень важный момент. Как только той или иной части украинских вооруженных сил исчезают нацисты, которые держат эту часть под контролем, эти части довольно быстро, особенно в тяжелых условиях, когда они попадают в окружение, сдаются в плен. И я думаю, что во многом то событие, которое произошло вчера, а именно пленение почти 1000 или около 1000 украинских военнослужащих 36-й бригады, а после этого можно говорить о том, что 36-й бригады уже по сути морской пехоты не существует, как и вообще морской пехоты Украины. Все они либо погибли в Мариуполе, либо сдались в плен. Возможно, кто-то там еще сопротивляется на территории Азовстали, но это уже не такое уж большое количество солдат. Основная масса бригады либо уничтожена, либо взята в плен. Так вот, этот случай очень показательный. И вообще, да, действительно, вчера можно уже говорить о том, что идет уже последняя стадия агонии Мариупольского котла. Неудачный прорыв, уничтожение остатков бронетехники, которые они скрывали в подземельях завода имени Ильича. И теперь массовая сдача в плен, которую киевскому агитпропу крыть будет нечем. Не знаю, что там сегодня будет рассказывать в своей пастве господин Арестович, ему придется очень сильно извернуться. Но появление вчера в информационном пространстве новости о том, что бывший лидер, один из лидеров партии «Оппозиционный блок за жизнь» Виктора Медведчука, что он пленен СБУ, и далее заявление Зеленского о том, что он готов обменять Медведчука на пленных в Мариуполе. Это на самом деле выглядит как издевательство над Россией. Объясню свою точку зрения. Я вчера короткий пост в Телеграме написал, что ни в коем случае нельзя Медведчука менять ни на одного, даже рядового. Теперь хочу объяснить почему. Для чего это нужно Зеленскому, понятно. У него все плохо. Падение Мариуполя, массовая сдача в плен. А ведь в Киеве они все там объявлены уже героями, а герои в плен же не сдаются. То есть у него та же ситуация, только в миниатюре, как у Гитлера во время пленения армии Паулюса, которому дали звание фельдмаршала с намеком, чтобы он не сдавался в плен. Между тем он сдался. И точно так же сегодня поступают украинские морпехи в Мариуполе. И Зеленскому нужно кровь из носу превратить эту зраду хоть в маленькую, но перемогу. Ему нужно показать, что он беспокоится о солдатах и возвращает их домой. Но вот зачем Москве нужен вот этот Виктор Медведчук, который, извините за мой французский, просрал на политической арене Украины буквально все. Он на протяжении многих лет обещал Москве, что он порешает ситуацию в Украине политическим образом. А еще, если кто-то не в курсе, то вот этот поход российской армии на Киев, взятие Киева и, соответственно, провозглашение там новой украинской власти, во многом это идея Медведчука, который наобещал Москве поддержку части украинских элит. И опять ее обманул. Почти все, на кого указал Медведчук как на партнера, все Москву предали. А русская армия в результате этого пошла в абсолютно бессмысленный уже в этом случае поход на Киев. И у меня вопрос, неужели Москва обменяет вот этого политического импотента на 1000 закаленных бойцов, которые гарантированно в случае, если обратно отдадут в Киев, опять возьмут в руки оружие и будут сражаться, убивая российских и донецких ребят. Более неравноценного обмена просто нельзя и придумать. Даже если бы Виктора Медведчука просто так за бесплатно отдавали в Москву, скажем так, вот только в этом случае можно было бы рассматривать этот вариант. Но менять его на 1000 профессиональных солдат, которые дальше будут большой проблемой, если господин Зеленский на это рассчитывает, то это верх его наивности. И на месте Зеленского я бы уже начинал готовить пламенную речь для своей паствы, каким образом будет объяснять он жителям Украины вот ту катастрофу, которая случилась вчера в Мариуполе, а именно сдача более 1000 солдат вооруженных сил Украины, которых он уже заочно объявил героями. Вот это примерно так я могу прокомментировать последнее событие в районе Мариуполя, а также вопрос, связанный с обменом пленных на господина Медведчука. На этом по этой теме на пока все. До свидания и до следующих встреч.